Всем привет! Сегодня мы готовим сладкий рулет из карима. Дай-ка угадаю, кто-то украл твой сладкий рулет. Матюшенька выбрал его из комментариев. И большое всем спасибо за поддержку, за огромное количество комментариев, мы их все читаем и очень ценим. И не забудь лайкнуть это видео, подписаться на канал и написать комментарий, например, что нам приготовить, или что Матюша милашка. Да, маленький Каджит? Итак, для того, чтобы сделать сладкий рулет, нам нужно испечь сам рулет и украсить его белой глазурью. Начнем мы с дрожжевого теста. Берем миску и просеиваем в нее 500 грамм муки. В ней добавляем 10 грамм дрожжей. Вообще, конечно, лучше сделать опару, чтобы проверить активность дрожжей. Но эти дрожжи должны быть хорошими, поэтому сыпем сразу. Туда же добавляем 75 грамм обычного сахара и немного ванильного. Вместо него можно добавить чуть-чуть ванили для аромата. И тщательно перемешиваем, чтобы все сухие ингредиенты перемешались. Для жидкой части теста в миску разбиваем 3 яйца. Лучше выбрать яйца покрупнее. И смешиваем их венчиком, просто чтобы желток и белок объединились. К яйцам выливаем 250 мл теплого молока и щепоть соли. Молоко должно быть именно теплым, чтобы дрожжи начали реагировать, но не слишком горячим. И теперь нам нужна бутылка рома. Серьезно, Матюш? Маленький алкоголик кот. Дисклеймер. Котам ни в коем случае нельзя алкоголь. Ни в шутку, никак. Открываем ее и немного льем, буквально пару столовых ложек. Пошел. Посмотрите на него. Докапываться до растений. И натираем цедру с одного апельсина и одного лимона. Трем именно шкурку без белой части, а то она будет горчить. И перемешиваем. Теперь соединяем жидкие и сухие части в одной миске. И для этого лучше выбрать миску пообъемнее. Мешаем лопаткой. Мука потихоньку будет смешиваться с жидкостью, и тесто будет становиться все гуще. Если тесто жидковато, добавляем немного муки. Но не перебарщивайте, а то рулет не будет таким нежным. Когда комочков не останется, начинаем мешать руками. Минуты 2. Забавно? Маленький кот-кулинар. Добавляем 100 грамм мягкого сливочного масла и вымешиваем 10 минут. Сначала лопаткой, а потом руками. А вообще, чем дольше вымешивать тесто, тем оно будет мягче, пышнее и нежнее. Кстати, один момент. Если у вас что-то не так идет с дрожжевым тестом, то попробуйте сменить фирму производителя дрожжей, потому что дрожжи бывают абсолютно разными. Хотя вроде и те поднимаются, бывает огромная разница в пузырьках, ну и соответственно в итоговом вкусе. Накрываем тесто пищевой пленкой и оставляем на час. Смазываем маслом стол и форму, в которой будем печь рулет, чтобы тесто к ним не приклеилось. Через час тесто увеличилось почти в 2 раза, значит все идет хорошо. Вываливаем его на стол, немного обминаем и растягиваем в большой тонкий пласт. Для этого даже не нужна скалка, так как тесто очень мягкое и нежное, а скалкой можно выдавить все пузырьки, из-за чего тесто станет опять-таки жестче. Нужно распределить его как можно равномернее, чтобы высота была везде одинаковая. Промазываем все тесто растопленным сливочным маслом. Можно использовать и маргарин, но с маслом будет, конечно, вкуснее. Сверху посыпаем сахаром. Вообще можно использовать коричневый, мы используем обычный белый. Ну и опять же к обычному сахару добавляем пакетик ванильного для аромата. Слой сахара можно сделать такой, как вам захочется, но главное, чтобы все покрылось равномерно. И добавляем корицу. Скручиваем тесто в рулет, укладываем в форму и склеиваем 2 конца. Накрываем форму пищевой пленкой и оставляем на полчаса. Дубль 2. Через полчаса тесто поднялось, но не очень равномерно. В общем, вышла оказия. С одной стороны, колбасение оказалось тесто чуть больше, а с другой чуть меньше. И, соответственно, когда оно поднялось, все это стало очень видно. И теперь нужно подумать, как же быть. Вариант А – оставить его кривобоким. Вариант Б – оторвать лишнее тесто. Вариант С – перераспределить тесто. И вариант Д – оставить как есть, а после выпекания срезать низ. Как же мы поступим? Матюш, как мы поступим? Матюш! После недолгих раздумий мы решили оставить его таким. Запекаем на 180 градусах около 30 минут. Для верности на дно духовки ставим емкость с горячей водой. Так рулет равномернее пропечется, а верх не подгорит. 30 минут выпекания — это на один большой рулет. Когда он зазолотится, тыкаем его шпажкой. И если она окажется сухой, значит он готов. Кажется, это тесто на 2 такие формы. Но Матюше все равно нравится. В общем, правильным решением было бы достать даже не часть, а половину этого теста и просто испечь еще один кексик. И он бы как раз поместился в эту форму. А сейчас мы будем его обрезать. Срезаем всю нижнюю часть по границе формы. На самом деле так даже лучше. Рулет будет ровнее и лучше пропитается сиропом, который мы начинаем варить. На ирамиро ставим кастрюльку, высыпаем в нее 80 грамм сахара и выливаем 150 мл воды. Включаем небольшой огонь и перемешиваем, чтобы сахар полностью растворился. Натираем в сироп цедру одного лимона и одного апельсина, также без белой части.
Потом режем лимон и апельсин пополам и выдавливаем в кастрюльку сок. Для добычи сока можно воспользоваться сквизером, вилкой или руками. И все перемешиваем. Добавляем пару ложек рома и варим минут 5. Пропитываем наш сладкий рулет. Без нижней части сироп очень хорошо впитывается. И тут важно не переборщить, а то рулет может размякнуть. Как пропитали, вытаскиваем его на тарелку. Уже видно, какой он мягкий и нежный. Делаем глазурь. Для глазури в миску высыпаем 25 грамм сахарной пудры, 50 грамм 33% сливок и 150 грамм творожно-сливочного сыра. Взбиваем миксером. Матюнь. И украшаем рулет. Вообще это лучший крем ever для капкейков, тортов и прочего. Он очень вкусный и держит форму. Но в этом его проблема, именно в данной ситуации. Он не растекается, из-за чего не получились красивые потеки. Но Буське все равно понравилось. С крем-чизом очень вкусно, но выглядит не так, как должно быть. Если хотите, чтобы было вкусно, делайте с крем-чизом. Чтобы было красивее, делаем другую глазурь. Для второй глазури 1 чайную ложку желатина заливаем 2 столовыми ложками воды. Перемешиваем, чтобы он растворился, и оставляем набухать. Тем временем наполняем посудину горячей водой и на ней растворяем набухший желатин. В кастрюльку высыпаем 150 грамм сахарной пудры и заливаем ее 4 столовыми ложками воды. Смешиваем на небольшом огне, чтобы все растворилось, но важно не доводить до кипения. Постоянно мешая, выливаем сюда желатин. Переливаем в чашу, добавляем лимонный сок, чуть-чуть ванилина и взбиваем миксером до состояния густого крема. Снова украшаем наш сладкий рулет. И вот что у нас получилось. Бусинка оценила. Маленький лохматый чебурек. Волосами своими сейчас все закидает. Беги, Бусь. Сладкий рулет. Матюшечка. Трава. К Матюше вернулась его трава. Хотите, чтобы было вкуснее, делайте с крем-чизом. Хотите, чтобы выглядело ближе к оригиналу, ну как в игре, делайте... Делайте с сахарной глазурью. Мы все подождем. Может быть, все-таки? Это один из самых вкусных сладких рулетов, которые я когда-либо пробовал. Сладкий рулет, в принципе, я пробовал только один, вот этот. Но если брать в счет рулетов еще и кексы, все, которые я пробовал, то это один из самых вкусных. Похож на сидабоны. Очень корично, очень нежно, очень рулетно. Еще больше нежность добавляет вот эта пропитка. Маленькому Каджиту понравился сладкий рулет. Еще один дисклеймер. Котов нельзя кормить сладким, и я даю ему только самую крошечку и очень редко, потому что он очень любит выпечку. Да, Матюш? Да. Идеально было бы с крем-чизом, потому что кекс сладкий, а крем-чиз он кисло-сладкий. И как раз бы этот вкус балансировался бы. А мы делали, чтобы выглядело как в оригинале. В общем, это очень вкусно. Мне очень нравится игра, и я даже не думал, что когда-нибудь я приготовлю сладкий рулет. И все благодаря вашим комментариям. Поэтому оценивайте это видео, пишите комментарии, что нам еще приготовить. Пишите комплименты этому милому кошаку Матюше. Подписывайтесь, если еще не подписаны. И пока! Спасибо, что досмотрели до конца.